Меня зовут Олеся, мне 43 года, я из Новосибирска. Я мастер по вязанию ирландского кружева, куратор студии ручного вязания Delace. С Delace я познакомилась со студией весной, наверное, 2020 года, если я не ошибаюсь. Да, в 2020? Да, весной 2020 года. Я из первого потока мастер-класса «Жакет». И если вы только еще собираетесь принять участие в мастер-классе «Жакет», то я вам очень сильно завидую, что у вас впереди очень интересный путь вязания изделия и знакомства с элементами в технике ирландского кружева. Я участвовала в первом потоке мастер-класса «Жакет», участница мастер-класса «Болеро» и участница сейчас мастер-класса «Мастер». Вы знаете, я вот про сложности как бы не могу ничего сказать, но какие у меня были сложности, может быть, уже не помню, а может быть, их и не было. Смысл был мастер-класса в том, что начиная с самого простого, технически простого элемента, и когда время подходило к другому элементу, элементы простые уже были отвязаны, и поэтому было легко перестраиваться на более сложный элемент вязания. То есть начинается с простого, потом чуть сложнее, потом еще сложнее, потом сложный, но ты уже готов к этому сложному элементу. Был курс построен именно так, от простого к сложному. Это был огромным плюсом. Вот. Ну, да, конечно, не получались некоторые элементы, но, как я всегда говорю, первый элемент хороший данной группы, второй красивый, третий прекрасный. И задача сделать следующий элемент такой же, как и вот четвертый. Вязать группу элементов одинаковых, и все получится. Вопросов каких-то, если возникали какие-то вопросы, их всегда можно задать куратору. Первому потоку повезло очень, потому что куратором была главный мастер студии Delace Раиса Демидова. Любой вопрос можно было в любое время написать и получить полный ответ. Вот. Но я, конечно, волновалась, когда все равно был страх, что не получится изделие, но я понимала, что элемент я все равно свяжу. Свяжу ли я сеточку, я не была уверена в себе. Но с течением мастер-класса рос мой профессионализм и моя уверенность в себе, в том, что я смогу это сделать. Вот, в общем-то, вот. Олеся, у нас тут есть вопрос. Кстати, если у вас тоже есть вопросы, вы можете писать их либо в комментариях под последним постом в этой группе, либо поднимать руку, задавать его лично. Но вот через администратора был задан вопрос. Увидела, что вы связали черный жакет. Это моя мечта, но боюсь не справиться. Было сложно вязать черными ниточками. Сложность вязания черных ниток состоит в том, что вряд ли вы выберете очень тонкую нитку для вязания изделия. Из более тонкой нитки изделие все-таки получится более совершенным. Но чтобы получилось все-таки связать изделие из черной пряжи, нужно чаще вязать под естественным освещением, то есть днем. Если вы вяжете вечером, нужно дополнительное освещение. И одевать белую одежду или использовать белую простыню, положив ее на колени. Что подсвечивало. И крючок единица, не меньше. И нитка достаточно толстая, в нашем понимании толстая, в понимании мастеров. Да. И нитка вот у меня, я использовала пеликан. И крючок единица. Пеликан. А для сеточки? А для сеточки я использовала нитку Канарис. Это очень легко найти было, компаньонок черному, без проблем просто. Так, если больше нет вопросов, Олеся. Так, да, все, да, вопросы закончились. Олеся, спасибо большое, что посетили наш прямой эфир.